Всем привет! Сегодня на обзоре кроссовки Nike. Полное название модели звучит так: Air Force 1 07 Low Summit White. Этот релиз вышел в 2025 году, цена $120. По-моему, это тот самый редкий случай, когда не сильно стыдно за материалы, которые здесь используются. Как вообще обстоит дело с кожей в кроссовках до 20 тысяч рублей? Обычно там позорная кожа, и только в коллаборациях проскакивает что-то приличное. На кроссовки обычно берут кожу низкого сорта с изъянами, затем шлифуют дефекты, попутно повреждая самый ценный сосочковый слой. Если коже нужно вернуть привычный вид, то ее придавливают плитой с нужным теснением. Получается имитация структуры кожи. Базовые Air Force 1 бывают кожаные или из полимерных материалов. Если на натуральной коже заломы выглядят нормально, то на таком материале они выглядят некрасиво и иногда трескается покрытие. Когда кроссовки на 90% состоят из искусственного материала и небольшого кожаного элемента, то это дает почву продавцам для манипуляций. Они пишут в описании слово «кожа» и не уточняют ее процент. В данной модели Nike заявляет, что использована высококачественная кожа. Перевожу вам с кроссовочного языка. Это означает, что мы использовали лицевую кожу не самого паршивого качества. Я с ними согласен, выглядит приемлемо, учитывая их небольшой прайс. Давайте заценим сперва их общий вид. Я балдею от такого однотонного минималистичного исполнения. И это не чисто белый цвет, а какой-то кремовый. Белый довольно сильный цвет, а этот будет давать более мягкое сочетание с другими цветами. Что приятно меня удивило, обычно, когда мы смотрим кожаные кроссовки, то виден урез кожи и торчат волокна на краях. Потом эти волокна загрязняются, их невозможно очистить, и они всегда напоминают о старости белых кроссовок. А тут, я так понимаю, прям постарались сгладить этот момент. Посмотрите на края элементов, в том числе на свуши, как все это аккуратно выглядит. Даже не понимаю, каким способом этого добились. Наверное, срезали лишнюю толщину и подгибали края. За это прям огромный лайк. Если потестить, то кожа здесь очень мягкая. Обычно кожа не должна так стягиваться. Видите, я нажимаю в одном месте, она тянется везде. Я провел тест водой, она хоть и медленно, около 12 минут, но тем не менее впиталась. Чтобы не растягивать, я ускорил видео. Теперь пальцем можно ощутить, что поверхность стала влажная, то есть вода не испарилась, а именно впиталась. Кстати, очень часто в кроссовках логотип делают из кожзама, а здесь мы снова видим кожу. Какой вывод из этого можно сделать? Это лицевая кожа, но не лучшая, так как я вижу, что она проходила сильную шлифовку, и естественной структуры почти не осталось. Где-то ее совсем нет, где-то проглядывается. Сверху краситель, по всей видимости, смешан с каким-то компонентом, обладающим легкими водоотталкивающими свойствами, который, видимо, создает странный эффект стягивания кожи, но это не полиуретан, иначе вода бы не впиталась. В отличие от обычных Air Force 1, здесь слегка изменен дизайн металлического значка. Шнурки здесь тоже подобрали какие-то необычные, цвет, на мой взгляд, очень подходящий. На язычке видим бирку из натуральной кожи с таким забавным крестиком. Сзади продолжается минимализм, просто оттесненный неброский логотип. На коже хромового дубления теснение обычно плохо держится, поэтому тоже вопрос, как им это удалось. Что сильно подстегнуло меня к покупке, это кожаная подкладка. Когда в пятке синтетика или ткань, то это первое место, где появляются дырки. Вживую она не внушает мне доверия, выглядит слишком тонкой. Но тем не менее это добавило дороговизны кроссовкам, хотя бренду обошлось меньше $1. И молодцы, что взяли не марки коричневый цвет. Делали бы они почаще такие реверансы в сторону клиента, мы бы больше их уважали. Стелька тут достается и выглядит вот так. Что касается размера, то по стельке они 25,5 см. На мою широкую стопу 25 см они сели идеально. Колодка для Nike здесь довольно широкая, и мне это подходит. Если собираетесь покупать любые Air Force 1, то я покажу бирку, и вы можете сравнивать начертания шрифтов и отступы между элементами. Эта модель относительно новая, поэтому, возможно, китайцы ее еще не начали подделывать. Есть модель с похожим названием, но с другими материалами. Чтобы найти мою модель, нужно в поиске на Джуме или Poizon ввести вот этот номер. Модель Air Force 1 была придумана в 1982 году. Это самые продаваемые кроссовки в мире и локомотив заработка для Nike. Почему эти кроссовки стали классикой? Иногда есть такой дизайн, который объединяет вкусы совершенно разных людей. От спортсменов и рэперов до продавца цветочного магазина.
Nike удалось попасть в базовое понятие о красоте многих людей. Это одновременно спокойный силуэт, но его нельзя назвать скучным. Наверное, сыграла еще их практичность, так как их делали из кожи. Сейчас в магазине Nike на Poizon больше 4000 моделей разных расцветок. Я думаю, крутая бизнес-идея – это сделать отдельный магазин только из одних Air Force 1. Люди бы специально только за ними ездили. Но, может, я плохой бизнесмен и так бы не работало. Показываю теперь вам свою бирку крупно. Можете ее заскриншотить. Чтобы сравнение было корректным, нужно сравнивать простую модель Air Force 1. На коллаборациях там могут быть другие бирки. У этой модели есть оригинальное производство во Вьетнаме, Китае и Индонезии. Смотрите начертание шрифта и его жирность. Мой вам совет: обратите внимание на большую букву А. Если сердцевина заплывшая или слипшиеся буквы, я бы лично не брал. По моим наблюдениям, на дешевых репликах сердцевина там заплывшая. Видимо, такое оборудование и краска немного подтекает. Мой кустарный способ определения работает только с грубыми репликами, но реплики бывают разного уровня, поэтому пока точный способ не нашел. А если и найду, не уверен, что нужно его публичить, а то дойдут слухи до Гуанчжоу и исправят косяки. Заказывал я их на Joom и уже второй раз делаю независимую проверку на оригинальность, и пока все хорошо. Зеленый вердикт Legit означает, что кроссовки оригинальные. Я буду проверять каждые купленные мной кроссовки, так как я вещаю на публику и есть определенная ответственность, что именно я вам демонстрирую в кадре. Я сначала думал, может, на Poizon заказать, но посмотрел цены и не увидел какой-то выгоды, о которой так часто слышал. Цены плюс-минус похожи с учетом комиссии посредника. Сам Poizon, конечно, очень крутая площадка. Единственный минус — он для китайцев и на китайском языке. Poizon проверяет все товары на оригинальность, кроссовки пломбируют и дают свои гарантии. Напоследок вам вопрос. Если до конца жизни можно было покупать кроссовки только одного бренда, какой бы это был бренд, напишите.